Рай на краю света. Именно так иногда называют это место. Деревня Пуйсе расположена на северном берегу национального парка Мацалу и включает в себя часть полуострова Пуйсе и несколько островов. Предположительно, первой датировкой местонахождения здесь рыбаков был 13 век. Ранее, в 17-19 веках, в усадебных грамотах деревня носила имя Пуйс и Пуйсо. Всего здесь около 56 фермерских хозяйств и домов, в которых живут в летний период. Здесь занимаются рыбной ловлей, фермерством и различными ремеслами. Во многих хозяйствах есть отары овец, а также крупный рогатый скот, который вы можете увидеть на прибрежных лугах. Что делает Пуйзе особенным, так это красивые виды на море и острова. Представьте себе безмятежное море, ласкающее берег, и бесконечное небо, отражающееся в воде. Это зрелище захватывает дух и надолго остается в памяти. Зимой Пуйсе превращался в небольшой торговый путь. По замерзшему морю, словно по ледяной дороге, пролегавшей от островов Муху и Сааремаа, спешили путники. Их путь лежал в Хапсалу и Таллин. Мыс Пуйсе находится в 15 километрах к северо-востоку от острова Муху, а островки Кумари и Папи-Лайт, находящиеся вдоль маршрута, делали путешествие более безопасным. В небольших тавернах, расположенных на этих островках, путники тогда могли отдохнуть, согреться у очага и отведать традиционных блюд. И, конечно же, одним из главных составляющих местной жизни является рыбалка. Уже в исторических документах 17 века упоминается о Пуйсе как о знаменитой рыбацкой деревне. На протяжении многих веков Пуйсе был оживленным местом рыбной ловли. В эпоху колхозов сюда приезжали на заработки из разных уголков Эстонии. Колхозы имели различные названия: Киидава Калор, Вирцу Калор, Хапсалу Калор и, наконец, Ляне Калор. Основные виды рыб, которые вылавливаются здесь, это окунь и салака. В меньшей степени щука, вимба, плотва и судак. В 2011-2019 годах порт был реконструирован. Пуйсе Каласадом, рыбный порт Пуйсе, был построен практически с нуля. Бассейн гавани был углублен и расширен. Построены новые защитные пирсы. В порту построены бетонные и установлены плавучие причалы. В 2018 году здесь было выловлено более 100 тонн рыбы. С одной стороны, Пуйсе – это место тишины и покоя, а с другой – свидетель трагических событий. Именно здесь, на этом побережье, тысячи людей искали спасения, но встретили смерть. В сентябре 1944 года здесь произошло одно из самых печальных событий в истории Эстонии. В тот осенний месяц многие эстонцы собрались на полуострове, чтобы на лодках бежать от оккупации в Швецию. Море той осенью сильно штормило, и значительная часть беженцев погибла во время эвакуации. Эта трагическая история напоминает нам о хрупкости человеческой жизни. На побережье установлен мемориал беженцам. Именно с этого побережья они пытались переправиться через море в Швецию, но, к сожалению, многим это не удалось. На полуострове находится гостевой дом. На его территории находится башня для наблюдения за птицами. В 2021 году башне было присвоено звание самой богатой видами смотровой башни. За один наблюдательный день любители птиц заметили здесь 93 вида птиц. А местные автобусные остановки заслуживают отдельного внимания. Я однажды делал видео о них и предлагаю вам его посмотреть. И я сейчас нахожусь в местечке под названием Пуйсе. Я увидел здесь сельскую остановку, мимо которых я просто не могу пройти, они мне безумно нравятся. В них всегда можно увидеть что-то новое. Я еще туда не заходил, но сейчас пойду и посмотрю, что на этот раз нам приготовила эта остановка. Что интересного там внутри. А выглядит это все вот так.
нас сегодня довольно солнечно, красиво. Правда, ветерок уже поднялся. Я здесь впервые, ни разу я здесь не был. Что здесь и как, я не знаю, потому что я сегодня поехал без всякой подготовки. Я очень много вижу таких остановок, когда езжу по Эстонии, и всегда у них какие-то интересные штучки, вещи. Но в общем они сами по себе. Видите, как выглядит простая сельская остановка. В принципе, это как мини-дом культуры. Пресса свежая. Пуйза и Кокулаут. Здесь даже вот такая штучка для чего-то. Пока еще не понял для чего, но не столь важно. Вот еще, кстати, один молоточек такой. Тоже, видимо, судя по вмятинам, стучать, наверное, нужно. А для чего, я пока не понял. Очень много книг, которые вы можете почитать, когда будете ждать автобус. Вот такие картины, довольно забавные, красивые. Вот такая вот поделочка. Картины, фотографии местных жителей. Здесь довольно интересно. Вот Новый год тут, и как они все собираются. Ну, в общем, молодцы. Есть даже вот такой ящичек. МТУ Пуйза и Кюласельц, это недоходное предприятие, по-моему, но общество Пуйза, и это памятник, это для предложения, я так понимаю. Вот такая вот, даже что-то на по холодильник. Холодильник даже есть с посудой. Он закрыт на ключ, конечно, но не что. Нет, открыт. На данный момент он пустой, отключен. Здесь вот такая коробочка. Это спасибо. Не буду открывать. В общем, как видите, довольно интересно и необычно. Как я и говорил, каждый раз посещая подобную остановку, всегда в ней что-то свое и интересное. Так что, если будете путешествовать по Эстонии, увидите подобные сельские остановки, не поленитесь, загляните. Довольно интересно и прикольно всегда здесь. И очень, как сказать, уютно и душевно. И проехав не более, скажем, десятка километров, наверное, километра 3-5, я увидел в конце мыса еще одну остановку деревенскую, которую я вам хочу сейчас показать. Вот так она выглядит. И называется, кстати, она также Пуйсе, только там было Пуйсе 1, а это Пуйсе, просто Пуйсе. Она находится на самом конце мыса. И вот так она выглядит. Да, кстати, мыс так и называется одноименно. Пуйсе Нина. Мыс Пуйсе. И вот еще такая же остановочка. Авалик Авате платформ, открытая платформа. Пуйсе Кюла Ава тут рама тут туба. Открытая библиотека деревни Пуйсе. Добро пожаловать. Посмотрим. О, здесь вообще как настоящий. Я же говорил, что в каждой библиотеке, в данном случае это остановка и библиотека,
что-то свое. Здесь вот фотографии местных птиц, животных. Опять же, библиотека здесь уже она более солидная. Журналы, книги. Ну, и опять же, своеобразная доска объявлений небольшая. Вот такие поделки. И фотографии местных птиц, лебедей, очень красивые. Вот такая замечательная остановка, библиотека. Даже есть стол, где, по всей видимости, гостевая книга. Я немножко позже заполню, оставлю свой вклад. В общем, вот такая очередная остановка. Пойдем посмотрим, что там находится наверху. Сирень цветет, птицы, тут маки, красота кругом прямо на солнце. Не удержался не показать. О, как. Ну и заберемся наверх. Ну, здесь, в общем, своего рода небольшая смотровая площадка. Вот оттуда я приехал. Деревенских остановок, к которым у меня особая какая-то любовь, скажем так. Они мне очень нравятся. Это своего рода мини-музеи, которые местные жители делают из обычной автобусной остановки. Они маленькие, но они все разные, и в каждой из них есть какая-то своя изюминка. А если будете проезжать где-то, увидите, остановитесь, зайдите, посмотрите. Уверяю, вас не пожалеете. Капельку душевной доброты и немножко радости к вам придет с этого места. Жизнь здесь течет размеренно и спокойно. Поэтому, прогуливаясь и любуясь местной красотой, вы даже не заметите, как быстро пролетит время. В этом раю на конце света. Всем хороших, интересных новых открытий, удачных путешествий. Подписывайтесь. Будут еще интересные, малоизвестные места.